еще одно видео про то, как можно переделать вот такие вот фонарики. У них внутри стоит вот такой вот аккумулятор, точнее не такой, но половинчатый, на 6 вольт стоял здесь. Он сел, и его кто-то выбросил. Вот эта вот штука с помойки. Вот, я его отмыл, очистил, привел как мог в порядок. И переделал внутри его устройства. Сейчас покажу. Я просто стал размышлять. У меня отец его использует, ну, такие, другой фонарик, к примеру, использует. Он его использует в гараже, к примеру, когда в яму залазит, чтобы машине что-либо подсветить, потому что ни проводов, ничего тянуть не надо. В общем, вот откручивается. Вот. В общем, в чем прелесть этой штуки? Вот конкретно вот этой штуки, которую я вот переделал, здесь мне пришлось перепаять резисторы. Тут были на 120 Ом. Я поставил для 12 вольт, сейчас замерю и скажу. Я поставил 1 килоом, чтобы вам видно было. Вот 2 килоома стоит. 995 Ом. То есть здесь впаяно полностью 1 килоомная резистора. В чем прелесть этого фонарика? Вот здесь, если вы заметите, здесь на каждый отдельный светодиод впаян отдельный резистор. То есть на некоторых китайских фонариках там по 3 объединяется светодиоды, и на них резистор идет по 4, ну, короче, по несколько. А здесь идет на каждый. И поэтому, если какой-нибудь один перегорает, а остальные, если у них нормальное сопротивление, они спокойно себе дальше работают, не выключаются группами. То есть выключаются, по идее, по одному. Вот даже тут вот один был, его заменен, то есть заменен он, видите, другим вот. Другим типом. И нормально. Все работает. Это то, что касается внутренней части. То есть здесь по 1 килоому этого прекрасно хватает на то, чтобы вот здесь подключать аккумулятор на 21 вольт. То есть сюда подключаем 21 вольт. Включаем его. И он светит. Вот. У этого фонарика, к примеру, есть еще и режим аварийки. Вот. Что прекрасного в том, что, во-первых, аккумулятор можно вытащить и перезарядить. И, кроме прочего, раз он сменяемый, то его спокойно можно сел, заменили другим. Но вот этого конкретно зимой, что-то минус 20 было, полный заряд аккумулятора был 21 вольт. Отец поработал шуруповертом, а потом поставил на фонарик, и он проработал, у него, говорит, примерно еще час. Ну вот, посчитайте, если бы он был полный, наверное, бы проработал часа полтора. А так как зимой емкость аккумуляторов падает, то летом он у вас работать будет часа 2-2,5 возможно. Ну, 2-то должен проработать, по идее. Ну, как-то так. И вот действительно классная вещь для него — это то, что он еще и работает от 12 вольт. Так, здесь минус, там плюс. Подключаем аккуратно. И теперь оп.
Он, конечно, не так ярко горит, то есть не на своей максимум, но этих по 1 килоому хватает для того, чтобы он работал и от 21, и от 12. Потому что в гараже у нас самый доступный аккумулятор, я считаю, это вот этот. То есть, по идее, нужно подобрать резисторы так, чтобы у вас фонарик смог работать и от 24, и от 12 вольт, то есть был универсальный. То есть и к камазовскому аккумулятору подходил, и к обычному автомобильному стандартному 12-вольтовому. Ну, здесь я параметры написал, чтобы знать, от скольки он работает. Ну, и знать, что здесь, к примеру, ну, 21, я 24 не пробовал. Я думаю, при 24, скорее всего, здесь будут подгорать все-таки некоторые светодиоды сгорать. Но на холоде, я думаю, при охлаждении достаточно, думаю, нормально будет работать. Его легко можно подвесить, и легко можно ему еще сделать на ремешок, носить, к примеру, его с собой в подвал, использовать в подвале. Внутри, если наблюдать, тут у меня диод стоит для того, чтобы плюс с минусом можно было и в обратном направлении вставлять, ничего страшного не будет. И кроме прочего, если вы забыли отключить этот аккумулятор, этот диод предохранит то, чтобы он у вас переполюсовка или вообще вытягивание энергии из 12 вольтового, ну или точнее 12 вольтового вытягивал энергию из 21 вольтового, чтобы, короче говоря, не спорили друг с другом. Ну и там небольшая платка стоит для того, чтобы это я там плату еще сделал, переходник на 21, я так понял, да? Или что это? Нет. Дело в том, что задний, этот самый, как это сказать, вот этот фонарик работает от 6 вольт. И мне пришлось сделать внутри еще одну платку для того, чтобы она 21 вольт переделывала в 6 вольт. Ну, то есть стабилизатор напряжения. Он, по идее, от 25 работает вольт. Ну и 12 вольт он тоже прекрасно поддерживает. То есть он на 6 вольт опускает из 12. И также из 9 будет работать, я так полагаю. Ну, а длинные провода, чтобы удобнее было закручивать и раскручивать его обратно. Вот такой вот мастодонт. Каких в магазинах я китайские продают, там не видел. Получилось так, что, ну, если так вот по себестоимости разобраться, ну, наверное, 1500–2000. Ну, вот мне для сборки, как сказать, если вот это вот все считать, ну, на 1500 получается, он все равно обошелся. То есть при том, что... А если у вас, к примеру, старый есть, то, ну, я думаю, есть смысл его восстановить, если вы в гараже возитесь. Очень прекрасная вещь. Дело в том, что тут схемы довольно простые, и они довольно надежно работают в мороз. Вот такой мамонт старый на аккумуляторах, здоровенный, и тем не менее продолжает приносить пользу. А так бы ушел в утиль. Итак, продолжим про автомобильный фонарик. Вот его схема. Здесь в начале, значит, входы, к примеру. Это вход на 12 вольт от аккумулятора. А здесь диод стоит для того, чтобы
то есть не тянуть ток то есть чтобы ток не шел, не вытягивался через другую батарею, если мы ее невзначай подключим. А по идее их лучше подключать отдельно. То есть подключать 12 вольт при отключенной батарее, чтобы не было взаимовлияний. Итак, здесь у нас еще стоит предохранитель специально, чтобы в случае чего, если перегорит, к примеру, диод, чтобы предохранитель с нужным сечением, проволока перегорела и схема в случае чего не сгорела. А здесь у нас ряд светодиодов, видите, каждый отдельно через свой резистор идет. А вот здесь, к примеру, на выходе, где мигалка стоит, где красным мигает задняя часть для аварийки, а здесь у нас к одному резистору подключено несколько светодиодов. Так вот, если у вас, к примеру, перегорает вот в такой схеме один из светодиодов, в таком случае ведется расчет в зависимости от того, какой стоит светодиод, и выводится его сопротивление. То есть по закону Ома напряжение делим на ток и получаем сопротивление. Вот сопротивление с этого самого, каким эквивалентным сопротивлением заменить, к примеру, должный светодиод. Если у нас там стоит 5-миллиметровый красный, то вот это вот его примерное напряжение и ток, который я замерял на своих светодиодах с помощью лабораторного блока питания, просто включаем его и медленно, поднимая напряжение, смотрим, какое потребление и какая яркость. При каком потреблении какая яркость. То есть я его опытным путем ставлю. Конечно, ориентировочно известно, какие они там по таблицам в интернете, но китайские, у них там разброс, и нету никаких гарантий, то что оно будет на нужный номинал. Поэтому лучше всего замерить по факту. Ну и так вот. Далее, вот здесь я по блокам расположил, как в общем это выглядит. То есть их, по идее, можно своими преобразователями, понижающим преобразователем заменить таким, каким вам нравится. Вот. И генератор импульсов, вот он отдельно тоже вынесен. Это тот, который там конкретно стоит. Здесь в зависимости от номиналов, вот здесь самое любопытное, это то, что вот эти вот светодиоды, они не до конца гаснут, к примеру, в некоторых случаях, если у нас вот здесь стоит резистор, вот, к примеру, 1,5 килоома на маленьких светодиодах, он не до конца гаснет. И когда увеличиваем сопротивление, то у нас гашение уже вот этих вот светодиодов становится гораздо лучше. Ну и тут для примера я заменил 9012 на 8550. В общем, я думаю, любой PNP транзистор подойдет маломощный. Чем он хорош, он так же, как и 9012, у него эмиттер, база, коллектор тут полностью совпадают. Вот, а это схема усилителя. Вот, соответственно, LM317 и тип 41C. Я его прямо к плате припаял, чтобы он еще и охлаждался. Ну, то есть, чтобы охлаждался лучше. Там такая большая площадка, и к ней от старой платы. Там меди много, и на нее часть рассеивается тепла. Потому что он линейный, а ему это подходит. Но там на заднюю схему ток небольшой, то есть вот это на мигалку. И поэтому... Но тем не менее он линейный, он все равно чуть-чуть нагревается. Кстати, именно поэтому нет особого смысла делать линейный блок питания вот на начальную схему, потому что там потребление около 1 ампер и больше, по-моему, даже. Вот. Но здесь я указал, какие конденсаторы ставить в
в одном случае мигание становится чуть почаще, в другом чуть помедленнее. В целом частота где-то 0,5 что ли секунд, где-то мигание такое, 0,3-0,5 секунд. Вот, в общем, некоторые расчеты для этой схемы. В принципе, эти схемы рабочие, и по ним, в принципе, можно построить такой же по схеме внутреннему устройству фонарик. Ну, это все, что я хотел сказать. Надеюсь, будет видно на маленьких смартфонах схему. Ну, всего доброго, собирайте схемы. Кстати, хочу посоветовать подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И поставить пальцы вверх, если вам нравится это видео. Написать комментарий. Всего доброго.